Дорогие друзья, сегодня мы с вами будем вязать подошву для пинеточек. Использовать мы ее будем в различных мастер-классах и вязать будем разные пинеточки на основе этой подошвы. Крючок 2. Вяжем очень плотно. Пряжу я использую полухлопок, 160 метров в 50 граммах или 330 метров в 100 граммах. Цвет может быть, конечно же, любой. Присоединяйтесь. Начинаем выполнение нашей подошвы с 14 воздушных петель. Выполняем цепочку из 14 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Я выполнила цепочку из 14 воздушных петелечек. И далее приступаю к выполнению первого ряда. Я выполняю 2 воздушные петли подъема, накид на крючок и ввожу крючок 1, 2 в третью петлю от крючка. Выполняю полустолбик. Далее накид на крючок и в эту же петлю ввожу крючок и выполняю полустолбик. И еще один полустолбик в эту же петелечку. Всего я выполнила 3 полустолбика. Далее в каждую воздушную я буду выполнять по полустолбику. Всего выполняю 6 и считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Выполнили. Далее я приступаю к выполнению столбиков с накидом и выполняю 6 столбиков, также в каждую воздушную. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Я выполнила 6 столбиков с накидом ровно. Далее я продолжаю работу. И теперь вот у меня осталась одна воздушная петелечка. Я в нее буду провязывать столбики с накидом. Очень внимательно, 7 штучек. Смотрите, как я это делаю. 1, 2, 3, 4. Выполнила 4. И теперь хорошо подтягиваю и работу разворачиваю. В эту же петлю провязываю еще 3 столбика с накидом. Это 5, 6 и 7. Видите? И я уже перешла на противоположную сторону. Но перед этим я останавливаюсь. И смотрите, еще раз повторюсь, что мы выполнили 7 столбиков с накидом. И в центральный столбик, то есть в 4-й, вот сюда удобнее считать, 1, 2, 3, вот 4-й, он с одной и с другой стороны будет 4-м, да? Я ввожу маркер, это будет центральная петелечка, центральная вершинка, именно носочной части нашей пинеточки, в данном случае нашей подошвы. Мы продолжаем работу, и я выполняю 6 столбиков с накидом, как и на противоположной стороне. 1, 2, 3, 4, 5,
6. Выполнили. Далее мы выполняем 6 полустолбиков, то есть точно так же, как выполняли ранее. Раз, на противоположной стороне, 2, 3, 4, 5, 6. Выполнили. И нам теперь остается в нашу воздушную петлю, вот последнюю, выполнить 3 полустолбика. Помните, да, как мы выполняли с противоположной стороны? Раз, 2, 3. Выполнили. И я завершаю выполнение моего кругового ряда. Ввожу крючок во вторую воздушную петелечку подъема и выполняю соединительную. Мой круговой ряд завершен. Это первый ряд моей подошвы. Я могу приступить к выполнению второго ряда. Начинаю я его с одной воздушной петли подъема, которая мне заменяет столбик без накида. И далее в каждую вершинку я провязываю 17 столбиков без накида. И считаем. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17. Мы с вами выполнили 17 столбиков без накида ровно. И видите, вот вершинка, отмеченная маркером, и перед ней осталась одна вершинка. Мы, значит, выполнили все верно. Вершинка не провязанная. В нее мы с вами провязываем 2 столбика без накида с общим основанием. Раз и 2. Выполнили. Далее у нас с вами нашу отмеченную вершинку я буду провязывать 3 столбика без накида. Раз, 2, 3. И центральный столбик из 3 я возвращаю маркер. Ну, то есть сложу аккуратненько. Вот таким образом. Далее я выполняю в следующую вершинку, как и с противоположной стороны, 2 столбика с общим основанием. Раз, 2. И провязываю 17 столбиков без накида ровно. Считаем. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и последний 17 столбик выполнен у нас ровно. Далее я ввожу крючок в воздушную петелечку подъема и завершаю выполнение моего кругового ряда. Второй ряд моей подошвы завершен. Мы с вами приступаем к выполнению третьего кругового ряда.
И я начинаю выполнение с 3 воздушных петелечек подъема, которые у меня заменяют один столбик с накидом. Далее накид на крючок, и в эту же петлю я ввожу крючок и выполняю столбик с накидом. Далее в следующую петлю я выполняю 2 столбика с накидом с общим основанием. Следующую вершинку выполняем первый столбик, и в эту же вершинку мы провязываем второй столбик. Далее в следующую вершинку я провязываю один столбик с накидом, и в следующую вершинку 2 столбика с накидом с общим основанием. Раз и 2. Все столбики мы вяжем с вами с накидом. Далее я ровно провязываю 14 столбиков с накидом и считаем. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14. Мы с вами выполнили 14 столбиков с накидом ровно. И очень внимательно смотрите, до нашего маркера осталось 3 вершинки. Накид на крючок я буду провязывать 3 раза по 2 столбика с общим основанием. Раз, два, первый раз, раз, два, второй раз и раз, два, третий раз. Далее выполняю столбик с накидом, в его вершинку я ввожу маркер, и далее, как и по этой стороне, я выполняю 3 раза по 2 столбика и считаем. Раз, два, первый раз, раз, два, второй и раз, два, третий. Выполнили. Далее очень внимательно я опять же, как и с этой стороны, выполняю 14 столбиков с одним накидом и считаем. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И еще 4. 11, 12,
13 и 14. Выполнили. Далее я выполняю 2 столбика с общим основанием. Раз, два. Далее 1 столбик ровно. И опять же 2 столбика с общим основанием. Раз, два. Выполнили. И завершаем выполнение. Я ввожу крючок в 3-ю воздушную петелечку подъема и выполняю соединительную. Хорошо подтягиваю. 3-й ряд моей подошвы готов. 3-й круговой ряд. Так изнанка нашего полотна смотрится. И так лицевая сторона. Мы с вами выполнили 3 круговых ряда и приступаем к выполнению 4-го ряда. 4-й ряд — это столбики у нас с вами без накида. Я выполняю 1 воздушную петлю подъема, которая у меня заменяет столбик без накида. Далее ввожу крючок в следующую вершинку и выполняю столбик без накида. Далее очень внимательно я выполняю 2 столбика без накида с общим основанием. Раз, два. Далее я выполняю 2 столбика без накида ровно. То есть в эту вершинку раз и в следующую 2. И вновь 2 столбика без накида с общим основанием. Раз и в эту же вершинку 2. Выполнили. Далее я буду выполнять столбики без накида ровно 15 столбиков. И считаем. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Я выполнила 15 столбиков без накида ровно. И далее очень внимательно. Я, смотрите, выполняю 2 столбика с общим основанием. Раз, два. Потом столбик без накида ровно. Опять раз, два. Столбик без накида ровно. Далее опять раз, два. Столбик без накида ровно. И теперь вершинку, отмеченную маркером, столбик без накида. И в следующую вершинку столбик без накида ровно. И я маркер ввожу вершинку столбика, который я провязала, да, и был отмечен маркером. И теперь мы вяжем точно так же, как и на противоположной стороне. То есть выполняем 2 столбика с общим основанием. Раз, два. Далее 1. Далее раз, два, 1. И еще раз раз, два. 2 столбика с общим основанием. Выполнили. Далее мы выполняем 15 столбиков без накида ровно. Вяжем и считаем. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15. Я выполнила 15 столбиков без накида. Далее, как и на противоположной стороне, я выполняю 2 столбика. Раз, два. Далее 2 столбика ровно. Раз, два. И 2 столбика с общим основанием. Раз, два. И завершая выполнение моего кругового ряда, ввожу крючок в воздушную петелечку подъема, выполняю соединительную и хорошо подтягиваю. Мой 4-й ряд готов. Мы с вами продолжаем нашу работу и приступаем к выполнению 5-го ряда нашей подошвы. Это последний ряд именно подошвы. Начинаем выполнение с 3 воздушных петелечек подъема. Они заменяют столбик с накидом. Далее накид на крючок, и в следующую вершинку я провязываю столбик с накидом. Далее очень внимательно я провязываю 2 столбика с накидом с общим основанием. Первый и второй. Далее 1 столбик ровно. Далее 2 столбика в одну вершинку. Раз, два. Далее 1 столбик и опять 2. Раз и второй в эту же вершинку. Выполнили. Далее я выполняю столбики с накидом ровно 17 штук и вяжем. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и последний 17 столбик выполнен ровно. Я выполнила 17 столбиков с накидом ровно и продолжаем выполнение. Я выполняю 2 столбика с накидом с общим основанием. Далее 2 столбика ровно. Раз, два. Далее вновь 2 столбика с общим основанием. Раз, и в эту же вершинку второй столбик. Далее очень внимательно 4 столбика с накидом ровно. Раз, два, 3 и 4. Выполнили.
Теперь смотрите очень внимательно. Наша вершинка, отмеченная маркером. В нее я провязываю 3 столбика с накидом и центральный отмечаю маркером. 1, 2, 3. Останавливаемся. И, как я и говорила, центральный отмечаем маркером. Выполнили. Далее вяжем все, как мы выполняли с этой нашей стороны. То есть мы выполняем 4 столбика с накидом ровно и считаем. 1, 2, 3 и 4. Далее 2 столбика в одну вершинку. 1, 2. Далее 2 ровно. 1, 2 и 2 в одну вершинку. Опять же 1 и 2. Далее мы выполняем 17 столбиков ровно и считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17. Мы с вами выполнили 17 столбиков ровно. Далее, как и с противоположной стороны, я выполняю 2 столбика. 1, 2 в одну вершинку. Далее 1. Вновь 1, 2 и 1. И завершаем наше выполнение 2 столбиками в одну вершинку. 1, 2. Далее я ввожу крючок в 3-ю воздушную петелечку подъема, выполняю соединительную, и мой круговой ряд завершен. Мы с вами выполнили 5 круговых рядов нашей подошвы. И давайте посмотрим, какой размер получился нашей подошвы. Смотрите, в свободном виде я покажу. Вот у нас размер где-то, видите, да, 10,5 сантиметров. Хорошо видно. И я покажу на манекене. То есть, видите, немножко растянута подошва. Естественно, она может немножко растягиваться. И получается где-то до 11 сантиметров. Видите, может немного растягиваться. То есть, вот так по ножке может хорошо сидеть и смотреться.
Дорогие друзья, сегодня мы с вами научились вязать подошву. Всего 5 круговых рядов. Обращаю ваше внимание, что вяжем мы плотно. И на основе этой подошвы мы с вами выполним ряд интересных и необычных пинеточек, моих авторских разработочек с плетениями, без плетений. Присоединяйтесь, будет очень интересно и достаточно просто.